Друзья, приветствую всех на канале Pop Music. Сегодня у нас снимается новая версия всем известной педали от компании Erasov. Называется она Pterodriver PD7. Ну что ж, перед тем, как начать крутить, давайте бросим взгляд на корпус и посмотрим, что у нас тут есть. Итак, у нас два канала, ну, тут, в принципе, понятно, Channel 1, Channel 2. Здесь у нас переключаются режимы гейна. Дальше, следует отметить, по сравнению со старыми версиями, появилось ряд новшеств. Во-первых, кнопочка Bright у нас добавляет гибкости к звучанию. Во-вторых, у нас отдельные блоки эквализации для каждого из каналов. И есть кап-сим, вкл-выкл, ну, собственно, тут положение. Дальше у нас вход-выход и петля для подключения всяких эффектов в эту самую петлю. Ну, еще одна немаловажная деталь, я думаю, которую все заметили, это то, что изменилась форма корпуса. Теперь это вот такой прямоугольный дизайн, который более удобно впишется в педалборды, в отличие от предыдущего круглого. Ну и не лишним будет упомянуть то, что это прям ламповый, и тут у нас стоят две лампы ECC83. Перед тем, как непосредственно перейти к прослушиванию, пару слов о коммутации. Мы сейчас запишем преамп, звучащим вот прямо в компьютер с импульсами. То есть это будет конфигурация, которая характерна для людей, которые ставят преампы в педалборд с той же самой Pangea, на которой импульсы, либо на диване занимаются дома. Поэтому будет такой вариант. Плюс мы отдельно послушаем эмуляцию, которая вот этой кнопочкой включается на самом преампе. Итак, поехали. Начнем мы с чистого звука. У нас, напоминаю, тут режим low-high, вот у нас режим low включен. Слушаем, как, ну, собственно, звучит и как влияет эквалайзер. Черные ручки у нас отвечают, соответственно, за чистый канал внезапно. Как видите, в максимальных значениях начинает немножечко подгружать. Кому нужен более чистый звук, ставим значение поменьше. Теперь эквалайзер слушаем. Как видите, срез, который делает эквалайзер, достаточно глубокий и в ту, и в другую сторону, но частоты подобраны хорошо, и звук не становится прям каким-то таким неестественно токсичным, ядовитым, вот особенно что касается верха. Ну и теперь послушаем, как влияет Bright. Тоже, на мой взгляд, вполне очевидно его влияние на подъем верхних частот. Ну что ж, настало время теперь это все перегрузить. Второй режим включаем. High. И, собственно, сам перегруз, за который отвечают белые ручки. И теперь послушаем родную эмуляцию, ну, то есть, которая встроена в сам преамп. Итак, первый у нас звук, всем знакомый, это звук Metal Zone в линии, условно назовем, без эмуляции. Ностальгические звуки включаем.
А теперь сделаем все по-взрослому и подключим преамп в голову Ерасов Hammerhead. Послушаем, как оно звучит. Что же можно сказать в итоге? Перед нами прибор с хорошим ламповым звуком. Напоминаем, что стоят две лампы. Это ламповый преамп и с не менее хорошим широким функционалом. Ну, во-первых, еще раз, эргономика. Он отлично впишется в педалборд. Плюс у нас есть тут два канала, ну, по факту 4. То есть мы можем переключателем low-high настраивать до, ну, как бы фактически 4 канала. То есть клин, кранч, ритм, соло, условно говоря. Вот как-то так. Плюс есть эмуляция, у кого нет пангей там и прочих таких штук. Можно все равно воткнуть это в педалборд и в линии успешно играть. С пангей и либо с любым аналогом это будет еще круче, то есть ну, как бы с импульсной эмуляцией. Отдельно отметим кнопочку Bright и раздельную эквализацию на каждый из каналов, что на самом деле очень круто. Ну что ж, не забывайте написать нам комментарии, мы их читаем, отвечаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши соцсети, ссылки в описании. Всем пока. Что такое? Что такое? О. Хлопков уже не слышишь, да? Все? Хлопки закончились на сегодня. Пишем? Да. Сейчас, секунду. Нету секунды. Пишем быстро. Зря хлопнул. Хлопок потратил. А сколько у тебя хлопков будешь вообще? Ну еще все? До Да? свидания. Да.